Здравствуйте, мои уважаемые зрители! У нас прогноз на 2022 год для знака зодиака Весы. Расклад у нас называется «Колесо жизни», и она коснется всех сфер вашей жизни в 2022 году. Давайте посмотрим, что вас ожидает, представителей знака зодиака Весы, что вам принесет 2022 год. В конце расклада мы получим советы от оракулов, и еще у нас будет маятник. Если у вас есть какая-то заветная мечта или желание, давайте посмотрим, исполнится оно или нет, она или оно в 2022 году. Всех представителей знака зодиака Весы я поздравляю или с наступающим, или уже с наступившим Новым годом. Я желаю вам здоровья, счастья, удачи, чтобы все ваши мечты, желания, намерения исполнились в 2022 году. Пусть он будет для нас легче, чем был 2020 и 2021. Хорошо, Весы, 2022 год. Мы начнем со сферы карьеры, работы, бизнеса. Что у вас будет происходить? И совет. Финансы. Совет. Любовные отношения, брак, семья, поиск любви. Ну и для тех, кто уже состоит, да, в отношениях. Что ждет вас? Совет. Отношения с другими людьми. Это люди из вашего окружения. Дети, родители, коллеги на работе, друзья, бизнес-партнеры, клиенты, заказчики. Совет. Ваше эмоциональное состояние, настроение в 2022 году. От чего будет зависеть? Совет. Творчество, творческие проекты, для кого это актуально. Совет. Отдых, поездки, путешествия, развлечения. Совет. И ваше собственное развитие, обучение в 2022 году. Совет. Еще у нас будет одна карта. Это общее, основной акцент этого года. На что вам нужно обратить внимание или что для вас будет как бы важнее. Ну, опять же, это по мнению карт, а решать будете вы. Мы эту карту откроем в конце расклада. Да, немножко не видно, но хорошо, я ее потом положу сюда. Давайте начнем с карьеры. Здесь у вас ложится 8 мечей. Тут будут, знаете, или ограничения в работе, в бизнесе, в карьере. Как-то вы будете это ощущать. Но иногда 8 мечей, говорит, человек ставит вот эти карьерные амбициозные планы, отказываясь от других. Не то, что отказываясь, а в ущерб другим сферам вашей жизни. Давайте посмотрим совет. Ну, во-первых, для кого-то карта говорит, если в той области, в которой вы работаете, по 8, вы будете ощущать какую-то скованность, то есть что-то вам будет мешать. Это вот человек как бы спутан по рукам и ногам. Это может касаться именно этого направления, в котором вы работаете, или, может быть, местоположения. То совет карта говорит, или выбирайте еще какие-то направления, или выходите на новые платформы. Ну, тройка жезлов сейчас в данной позиции может говорить, например, о интернете. Или переезжайте. Также, если вы работаете в своем бизнесе и тоже как-то нет развития, тут все будет зависеть от вашей коммуникабельности и умения общаться с другими людьми. Но вы Весы, вы же дипломатичный знак, и вы можете стать любым и войти в любой кабинет. Поэтому здесь просто карта говорит, что-то давит вас, ищите другие направления развития. Также, может быть, кто-то из Весов планирует, например, переезд с целью заработка. Это может быть другая сторона. Но вот эта изоляция будет вас сдерживать. Так, сейчас я еще одну карту. Это ожидание переезда, когда человек сидит на чемоданах. Как бы карта
советует больше углубиться в творчество. Вот здесь шут у нас ложится, где творческие проекты. Может быть, эта карта советует вам обратить внимание на те способности и таланты, которыми вы обладаете. Может быть, вот реально через интернет что-то показывать. Или если вы на том месте, в той локации, где вы находитесь, вот не можете развиваться как творческая личность, значит, карта вам советует менять местонахождение. Тогда у вас появится масса возможностей и вариантов. Ну или, я говорю, выходите на просторы интернета. Тут у вас и в деньгах ложится старший аркан смерть. Да, кто-то, может быть, переезжает, меняет место жительства. То есть деньги будут тратиться, например, покупка недвижимости, может быть, переезд в другой город, в другую страну. Еще смерть говорит, что закрывается один канал, и открывается другой. Страхи, да? Страхи, переживания по поводу каких-то перемен. Тут или девятка говорит, что вы боитесь этих перемен, никак не решитесь. Или вы будете, наоборот, переживать, что эти перемены не произойдут. Вот денежный канал по смерти может еще предупреждать вас о финансовых рисках. Будьте осторожны. Ну а если вы понимаете, что нужно вот менять, то ли вот как по восьмерке, да, вот есть ограничения, все-таки деньги у нас зависят от работы и бизнеса. Если понимаете, что нужно менять, убирайте вот эти страхи и уже решайтесь на перемены. А может быть, и куда-то уезжайте. Ведь императрица еще это мать-земля. Она говорит, что вы везде пригодитесь, куда бы вы ни уехали. А вот эти вот, где родился, там и пригодился, да, это неправильное решение. Вы должны пригодиться там, где вам комфортно. Даже не знаю, что вам посмотреть еще по смерти, но говорит карта, что не рискуйте, да. И все-таки решитесь на эти перемены. Хорошо, отношения, брак, новые отношения. Ну, тут двоечка кубков ложится. Для тех, кто был в поиске, да, здесь будет у вас знакомство, любовь, взаимопонимание, свидания, встречи. Для тех, кто уже состоит в отношениях или в браке, ну, двойка говорит, что вы можете друг на друга положиться. У вас общие интересы, общие взгляды, у вас есть взаимопонимание. То есть вы знаете, что есть человек, который вас всегда поддержит, который вас любит. Но вот еще вот тут в браке может быть какой-то договор и солнышко. Ну, в любом случае, даже вот еще двойка говорит, может быть, у кого-то будут там ссоры какие-то, конфликты, вы все равно сможете помириться. Но еще солнце говорит, радуйтесь, ну даже не радуйтесь, а будьте счастливы, что есть у вас человек. Крепкое мужское плечо или женская поддержка. То есть вы такая крепкая команда, команда-банда. Но еще для кого-то может быть здесь и свадьба. Ну, если вы были в поиске, то любовь, счастье. А также забудьте о всех проблемах, сложностях. То есть вас ждут очень какие-то радостные, счастливые времена. Может быть, у кого-то здесь еще рождение, зачатие детей. Хорошо, ваше близкое окружение. Здесь ложится король жезлов. Ну, для женщин, может быть, это ваш отец, родственник. Может быть, для кого-то взрослый сын. Для мужчин это может быть ваш друг, бизнес-партнер, совет. Может быть, еще здесь предложение по работе, какие-то совместные поездки. Еще от этого короля вас ждут приятные новости. Еще, знаете, король жезлов – это человек, который любит рисковать. И он может вам предложить то ли поехать куда-то, может быть, вот как я говорила, эмиграция на заработки. Или, может быть, он вам посоветует вложиться в какое-то дело. Вот здесь карта говорит по деньгам не рискуйте. Но еще восьмерка, это может быть очень много коммуникаций, общения вот с таким человеком. Может быть, это ваш бизнес-партнер. Ну, то есть человек будет предлагать какие-то идеи, способы, может быть, выйти вот из восьмерки мечей. Да, прислушайтесь, но все-таки осторожно. Хорошо, ваше эмоциональное состояние, настроение, прям пятерка мечей у вас такое, знаете, боевое, агрессивное, в совет ложится
туз жезлов. Вот пятерка всегда говорит, что или вы можете быть втянуты в какую-то борьбу, или вы будете зачинщиком этой борьбы. Тут может быть еще, знаете, вот какие-то ограничения, да, может быть ваше настроение, что вы устали бороться с какими-то препятствиями, препонами, преградами на пути, и у вас появится желание, вот туз жезлов, что это? Это какое-то новое начинание. Может быть, для кого-то это дорога. То есть вот усталость какой-то борьбы, вот когда человек барахтается, вот, например, в работе, в бизнесе, какие-то проверяющие, какие-то законы дурацкие. Вот вам захочется, может быть, куда-то уехать, отстраниться от всего этого. Или если вы на кого-то работаете, вот реально вам не дают там развиваться, то есть вот есть узкие рамки, вот знаете, как конвейер, а вам хочется расти. То есть вот здесь карта говорит, ну тогда принимайте решение, то есть или начинаете что-то свое, или ищите новые пути для развития. Вот может быть как раз от короля жезлов поступит какая-то идея, которую вы захотите воплотить. Может быть даже с этим королем вы будете очень так спорить, доказывать, вот так, доказывать, даже навязывать свою правоту. Но в любом случае этот человек может дать вам какую-то ценную идею, которой вы прям загоритесь. То есть здесь может появиться какая-то новая активность, связанная или с работой, или, может быть, с финансами. Но это только-только начало чего-то. Да, результат будет виден чуть позже. Ну вот еще и творческие проекты. Здесь старший аркан Шут ложится. Здесь может быть начало какого-то нового творческого пути. Так, а в совет ложится Верховная Жрица. Угу. Знаете, как вот шут, это вот я хочу что-то начать, но у меня еще мало знаний, опыта. Верховная Жрица говорит, что собирайте информацию, получайте новые знания и не спешите. Тут еще по Верховной Жрице, может быть, кто-то из весов захочет заняться какими-то эзотерическими практиками, какими-то тайными знаниями, но только за рождение. Также по Верховной Жрице это может быть вот именно интуитивные какие-то прозрения, инсайты, может быть, сны сподвигнут вас что-то начать. Ну, в принципе, развиваться надо, конечно. Тут у нас ведь тоже императрица, это ведь тоже творческая фаза. Может быть, вы что-то здесь начнете. Ну, карта говорит, да, предстоит далекий путь, потому что по шуту желание-то есть, и вера есть в то, что да, я смогу. Карта говорит, развивайтесь, учитесь. Хорошо, поездки, отдых, развлечения. Здесь ложится карта семьи. Даже если вы куда-то поедете, то, скорее всего, всей семьей. А также, да, и рыцарь кубков. Здесь может быть, знаете, если у вас родственники где-то далеко, здесь могут быть поездки или совместные, или, может быть, кто-то к вам приедет, может быть, у вас кто-то там, дети или родители где-то далеко. Вы можете куда-то поехать. Также здесь, конечно, поездки с любимым человеком. Также карта может говорить, у кого-то может быть свадьба, и поездка, свадебное путешествие. Хорошо, и ваше собственное развитие обучения у нас ложится десятка мечей, совет. Королева кубков. Вот для тех, кто чувствует, что у вас сильно развита интуиция, вас тянет к каким-то тайным знаниям, здесь карта говорит, подводите черту, вот по десятке, да, решитесь наконец-то, уберите эти страхи, сомнения. Может быть, вы хотите заняться, ну, также открыть канал, например, на YouTube, но вот вас одолевают какие-то сомнения. Здесь, конечно, в совет или, опять же, прислушивайтесь к интуиции, или карта говорит, что какая-то мудрая женщина, и по жрице, и по королеве кубков, может быть, это для мужчин ваша супруга возлюбленная, может быть, мама, то ли она как-то поспособствует вам, что вы начнете, не знаю, может быть, какими-то медитациями, духовными практиками заниматься. Для женщин, может быть, это ваша подруга, дочь, также мама или какая-то родственница. То есть очень будет сильно влияние на ваше развитие и обучение вот такой дамы.
Вы же масть ума, масть мечей. Вы должны все проанализировать, вы должны все понимать с позиции ума. А вот эта женщина, она живет чувствами, эмоциями. Она просто понимает и осознает, как это происходит. Вот, может быть, совет вам этот человек даст. Ну, прислушайтесь. Хорошо, давайте посмотрим основной акцент этого года для вас. Страшный суд. Да, прислушайтесь и поменяйте свое мировоззрение. Конечно, карта говорит, вот происходит какая-то ситуация в нашей жизни. Мы сначала, может быть, даже на нее не обращаем внимания. И только с прошедшим времени мы понимаем, что вот то ли мы услышали что-то, то ли нам кто-то что-то сказал, и подсознание за это зацепилось. И потом постепенно мы понимаем, что нужно что-то менять. Конечно, страшный суд, как совет, говорит, что вам придется, скорее всего, в 2022 году выйти вот из какой-то тяжести, вот от чего-то освободиться или избавиться. Вот здесь я говорила по деньгам. Понимаете, что нужно что-то менять, но страшно. Вот вам говорят, меняйтесь. Да, берите с собой свой прошлый опыт, свои знания, но начинайте двигаться вперед. У нас всегда страшный суд — это что? Закрываются одни двери и открываются новые. И после страшного суда идет мир. Для кого-то совет: меняйтесь и уезжайте. Для кого-то выходите на просторы интернета. Также страшный суд говорит: избавляйтесь от чего-то, что вам не дает развиваться или двигаться вперед. Не цепляйтесь за что-то прошлое, то, что вам больше не нужно. Поэтому 22 год будет для вас вот выходом из каких-то ограничений, мечей. Это могут быть и самоограничения. Боязнь перемен. Вам говорят: нет, сейчас жизнь поставит вас перед фактом, что надо. Надо меняться. Хорошо, давайте получим советы для вас. Весы. Ух ты, 22 год. Совет от оракула Королевы Луны. Блоссомин. Блоссомин — это цветение. Карта говорит: раз уж вы запланировали что-то, то не сдавайтесь, идите к своей цели. Не обращайте внимания на то, что думают или говорят о вас другие люди. Может быть, кто-то в вашем окружении будет вам завидовать. Завидовать вашим успехам, вашим победам. Поэтому сейчас для вас пришло время расцвести. Вот как вот эта императрица. Мы сажаем семена метафорически или физически для того, чтобы из них выросло то, что мы хотим. Хорошо. И еще у нас совет от оракула «Магические врата», Весы, 2022 год. Свободное общение. Я общаюсь из глубин своего существа. Сейчас я вам зачитаю. Пусть правда вашей души будет услышана и прочувствована. Способность говорить легко и свободно — это проявление силы. Будьте готовы встать и сказать то, что вы думаете, что чувствуете в самой глубине своего существа. Знайте, что общение способно исцелять вас и ваших собеседников. Сейчас не время отступать и таиться. Сейчас время идти вперед и открыто выражать свое мнение. Хорошо, давайте мы еще посмотрим маятник. Сейчас я карту уберу. Подумайте о вашем желании или мечте. Или, может быть, у вас его еще нет. Поставьте эту мечту. Мы сейчас посмотрим, что нам ответит маятник по поводу исполнения этой мечты. Так, Весы. Маятник, ответьте, пожалуйста, Весам. Исполнится ли их желание или мечта в 2022 году?
исполнится, даже не сомневайтесь. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Еще раз с наступившим Новым годом. Удачи вам в 2022 году.